А, Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях замечательный художник по куклам, хозяйка галереи, собственной галереи, Владлена. А, Здравствуйте, Здравствуйте. Владлена. Здравствуйте. Я сейчас буду задавать очень много вопросов, потому что вы для меня персона, прошу прощения, очень любопытная. И у вас у вас такая богатая творческая деятельность, разносторонняя. У вас и театр, и куклы, и галерея, то есть много чего, поэтому мне все это очень интересно. Вот. Начну с вашего имени. Владлена – это творческий псевдоним, правильно я понимаю? Да, это творческий псевдоним. Муж мой Владимир, я Елена, и мы решили создать, так как он меня очень много поддерживает, создать такой общий ник. Ага. Но родные к вам обращаются и близкие по имени, да? Да, Лена. Лена. Окей. Как вы хотите, чтобы я к вам обращалась? Ну, наверное, Владлена. Я уже как-то привыкла, меня уже почти все так называют, Ага. поэтому мне это То есть вас это уже более... не беспокоит? Нет, абсолютно. Прекрасно. Владлена, скажите, пожалуйста, ваш, э, ваш путь в кукольное искусство, с чего начался, что это было? Потому что я знаю, что у вас театр присутствует каким-то образом. Вот хочу про все это знать. Ну, сразу поправлюсь, это не театр, это Ага. такое у нас развлечение. И если начинать с него, то, попав в маленький городок, я решила, прожив какое-то время, мы решили, что надо сделать нам тут что-то интересное. И появилась такая гардеробная, в которой на данный момент больше 500 костюмов. То есть я начала шить костюмы, и люди в них переодеваются, фотографируются. И, в общем-то, театр такой у нас, актеры все, кто желает. А, Такой, можно сказать, да. И костюмерная очень богатая, такая она уже почти 25 лет, с большущим-пребольшущим выбором. мгм. Вот. А кукла это получилось совершенно неожиданно для меня. Мне моя подруга принесла куклу, которую ей кто-то подарил. Она была сломанная марионетка. И она знает, что я люблю всякие поделки делать. Она мне, значит, принесла. Она говорит, может, что-то ты с ней сделаешь. В принципе, так и получилось. Я ее отреставрировала. Поставила ее на ножки, чтобы она стояла. Ну, и так она у меня осталась стоять, эта куколка. Там такой непонятный был персонаж. Стояла она одна, и что-то мне захотелось ей создать какого-то кавалера, что ли. Чтоб не было так Вообще даже одиноко. не могу понять, почему так мне захотелось. Ну, в общем, я нашла какую-то глину. Понятия не имела, как это вообще все делается, потому что на тот момент интернета у меня не было, что Да. такое есть ремесло как кукла. Я тоже особо не знала. Ну, знала, что есть какие-то марионетки. Мгм. Вот. Но, тем не менее, где-то я, видимо, ну, может, читала про глину. Ну, в общем, нашла я первую попавшуюся глину и сделала кавалера. Ага. И вот с этого все и понеслось. Когда это Я за было? первый год это был 2007 год. Ага. Вот, и меня настолько понесло, что в первый год я сделала 150 кукол. Ну, если это можно назвать куклами, конечно, когда сейчас я вижу эту первую работу, это ужас. Но А на тот куда, момент мне очень понравилось. да, а куда они все делись? Почти все они выкинулись, потому что, естественно, технологией я не владела и делала это методом тыка, и очень многие кто-то попортились, которые потом я начала браковать, естественно, и все это повыкидывала. Мгм. Осталась только вот эта первая, которую я сделала. Да. Но я ее никому не показываю. И нам вы не покажете. Нет, это Почему? ужас. Я, наверное, когда-нибудь созрею на это, но я ее оставила только из-за того, что она мне вот открыла этот путь. Но, конечно, это уже ужас. Вы знаете, я свою первую куклу, первую самую, да, тоже выкинула, потому что когда почему ты ее не оставила, меня спрашивают, почему ты ее не сохранила, это же так интересно. Я говорю, там такой ужас, мне вообще-то мне так стыдно почему-то. А чего стыдного-то? Ну, все же... Вот, кстати, мне тоже, у меня стыд именно перед этой куклой, что когда ее кто-то увидит, хотя мне говорят, ну ты поставь, у тебя есть сравнение, какие сейчас, какая первая. Я говорю, я не могу, я не могу себя пока переодолеть, чтобы ее кому-то показать. Вот, я вас понимаю. Скажите, пожалуйста, ремесло вы у кого учились? И либо это либо все самоучка? Я самоучка, я ни у кого не училась. Где-то для меня, я считаю, это плюс. И могу сразу объяснить,
Не то чтобы я не сторонник мастер-классов. Нет, мастер-классы — это очень хорошо, и они должны быть, и люди должны не так, как я, вот, допустим, да, тыркаться, пыркаться, там, бог знает, как это пробовать. Но для меня такое понимание, что если человек прошел мастер-класс, он должен найти свой путь. То есть не копировать мастера, у которого он учился, что, к сожалению, очень многое наблюдаю, а именно найти свою фишку, свой стиль, свой какой-то интерес, свою историю и развивать ее дальше. Ну, просто основываясь тем, чему тебя научили. И поэтому, ну, а у меня вот, к сожалению или к счастью, я этому тыркалась и училась сама. Ага. И, в общем, вы добились того, что у вас есть собственный авторский стиль, который совершенно узнаваем, и он именно ваш. Ну Даете ли вот, вы мастер-классы? нет, я не даю, к сожалению, у меня не получается. Я один раз это дело пробовала, и я поняла, что, наверное, уметь делать и уметь учить — это очень разные вещи. Я не умею правильно, мне кажется, донести свою мысль. Может, это вот причина тому, что я этому не училась. Я не знаю. Я даже сходила на один мастер-класс, чтобы иметь понимание, как вообще это происходит. И я поняла, что, ну, наверное, это не моя стихия. Лучше я буду делать хорошо кукол, чем плохо учить кого-то. Ну, наверное, так лучше будет. В общем, да. Вот. А кто или что стало вашим первым профессиональным ориентиром, то есть среди кукол? Вы имеете в виду мастер кто? Ну, наверное, первый мастер, от которого я открыла рот, это была Лена Кунин. Я увидела ее, я даже сейчас не могу вспомнить, где я увидела первый раз ее куклы. И я была поражена вообще вот тонкостью работы, и мыслью работы, и вот ее внутренний мир. Просто меня вот как-то очень вдохновил и так окрылил, что ли. Ну вот, наверное, первое такое очень сильное впечатление вот было, как первое впечатление такое от очень красивых работ. Это... А там уже, конечно, уже у меня сейчас у меня пальцев не хватит зажимать, сколько есть прекрасных мастеров, которые меня вдохновляют, и вот прям я вижу, какая красота. За все то время, пока вы делаете, когда вы делаете кукол, как поменялась ваша художественная оптика за годы практики? Ой, ну мне кажется, очень сильно. Начиная от... Я даже сейчас думаю, вот, когда я начала создавать, какие у меня мысли были в голове, вот о чем я думала, и как мне хотелось каких-то девочек в пышных платьицах, каких-то принцев, королей и так далее. У меня мало складывалось именно истории куклы, вот что она с собой должна нести. Просто вот чтобы было красиво, так. На данный момент у меня куклы, мне так кажется, по крайней мере, большинство из них имеет какую-то тему, что я могу про нее что-то рассказать. Она у меня имеет рассказ, это прям сценки могут быть. Ну вот как-то вот в этом плане расширилась, что ли. Ну и я очень любитель кидаться из крайности в крайности. То есть я люблю стимпанк, это вообще моя слабость. Вот, то я делаю сказки какие-то, то у меня ведьмочки, то у меня знаки зодиака. То есть я как-то вот, я не знаю, я не умею работать в одной теме. Мне скучно становится, мне надо куда какие-то еще интересные себе истории искать. Но вы тяготеете к крупным формам таким, да? Вот, к сожалению. Почему? Потому что места уже не хватает, а мне все проекты такие какие-то очень крупные все время назревают, и я понимаю, что мне их очень хочется сделать, но для того, чтобы мне их сюда поставить, мне надо что-то отсюда убрать. А на данный момент у меня вроде здесь в галерее стоит все, что мне пока нравится. А сколько у вас в среднем уходит на создание одной работы? Вы знаете, в принципе, минимально где-то в среднем брать 5 дней, 5-7 дней. В общем-то, довольно быстро. Чем быстрее, чем больше работать, тем с ней легче как бы работать, да, получается, чем с маленькой. Ну, по крайней мере, у меня, чем с маленькой. Вот. Но если брать цельноналепленные, то можно сказать, наверное, самое длительное у меня было месяц. Ну как,
ждешь, пока она сохнет, пока она высохнет, потом прошлифуешь, опять начинаешь лепить, опять шлифуешь. И вот этот вот процесс, у меня есть одна такая работа, которую я делала месяц. Мгм. А так, ну, где-то порядка недели все-таки. Мгм. Вот довольно быстро. А с какими материалами вы работаете обычно? У меня ливендол, очень полюбила его, и вот пока не могу себе замену ему найти, ну, в принципе, и нет смысла, наверное, искать. И я люблю еще самосохнущую глину, а там уже она разная у меня, там несколько вариантов, я пробую и такую, в общем-то, Мгм. все мне подходят. То есть я правильно понимаю, что вы для лиц, для рук используете запекайку ливендола, а для всего остального самозастывающую? Да, но у меня для лиц, да, ливендол почти практически везде, а там, где куклы у меня в одеждах, там у меня текстильное тело, там я не леплю. Ну, я не думаю, что это надо утяжелять так, и все это я шью тело, а потом его одеваю. Да. Вот. Ам, Где, по-вашему, проходит граница между ремеслом и искусством в кукольной практике? Потому что очень часто мы слышим истории, вот это вот джинса, а вот это вот искусство. Вот где? Вот. Вот это вот. Вы знаете, мне кажется, что искусство может быть совершенно с любого материала. У меня нет, мне кажется, границ. Все, что ты не возьмешь и можешь сделать из него что-то интересное, это уже искусство. И это уже я не буду считать как джинса. У меня, наверное, у меня, так скажем, в процессе создания куклы есть очень нелюбимый момент. Когда я, допустим, куклу делаю, шью, мне надо вот этот проволочный каркас, обтягивать его, натягивать там ткани, затягивать и все это наматывать. Вот это у меня, наверное, идет как раз та граница, после которой начинается искусство. Все остальное я нет, не рассматриваю как все у меня искусство, кроме вот этого момента, когда я создаю тело. То есть я правильно Наверное, понимаю, так. что это нелюбимый момент? Нелюбимый момент, потому что я все время обцарапываюсь об него, и почему-то вот мне хочется быстрее это закончить, эту намотку, все тело. Э, а потом вот как только я это сделала, и все начинается творчество. Я прям с вами солидарна, потому что для меня это тоже я ненавижу. Как только у меня эта проволока в руки, и нужно этот каркас сделать, чтобы он еще стоял, чтобы он был устойчивый, не падал. Вот, Думаешь, да вот, чтоб тебя, все время руки ободраны, эта проволока эти во все стороны скачет. Думаешь, о, да. вот то же самое. Я тоже вечно в ранах таких после этой проволоки. Ну да, есть такой момент. Насколько вам важна история, чтобы была у куклы? То есть Очень важно. история, которая она рассказывает, да, то, что вот Да. за ней стоит. Очень важно. Ну, во-первых, так как у нас в галерее, у нас приезжают туристы, и я иногда провожу такие, хотя у нас есть информация, да, видеоинформация в галерее, но иногда я сама провожу такие небольшие, потому что иногда людям надо донести мысль, что они тогда по-другому все это понимают. У меня есть Да. куклы, которым действительно надо что-то рассказать, чтобы человек понял, что я думала, потому что, ну, не все сразу такие раз и поняли мою мысль. Вот. И я вижу, как это людям нравится, они, открыв рот, это слушают. И я рассказываю, и мне иногда кажется, что я сама себя даже слушаю. У меня есть такой один проект, такой мини-отель, там и феи, и не феи живут. И у меня есть там своя история, как бы. Но иногда я слышу, когда люди между собой говорят, и какие они придумывают свои истории, Мгм. но это просто можно сказки писать. А вы не То есть мне записываете? ну нет, наверное, не так слишком много, наверное, записать, хотя мысль очень хорошая. Можно было бы записывать, потому что некоторые такие перлы выдают, что и мне действительно я собираю ключи, я ключник, собираю ключи, у меня в этом отеле висят весь потолок в ключах. Мгм. Там много-много ключей этих старинных висит. И одна девочка маленькая такую подсказала, я вот об этом не подумала, а теперь я это говорю людям, что, говорит, мама, наверное, эта фея прилетела, нашла свой ключ от своего номера и тогда смогла заселиться. Ну, ничего себе, вот ребенок там уже насочинял что-то свое. И красиво, и интересно получилось. То есть нет, обязательно должна быть история, какая-то сказка, как что-то она должна нести. Потому что если просто красивая девочка, ну, это просто красивая девочка. Да. А что-то вот если она показывает, это уже интересно. И мне, и другим. Ага. А это отель, я услышала. Да, Галерея, ну это галерея при нет, отеле.
Нет, это мини-отель для фей и не фей. Как интересно. Сейчас я покажу, если Да, можно двигаться. обязательно. Сейчас мы к нему перейдем. Мгм. Вот он, мой отель. Видно его? Да, И видите, там очень много ключей висит. да. Ага. И вот здесь у меня в этом отеле живут феи и не феи. Тут, то есть, на крылышках это фея, а Да. которые на метлах это не феи. Ну, в общем, Как такая интересно. мини-сказка у меня. Мини-отель. Да. Поняла. Я так услышала отель, я подумала, что это просто галерея при отеле. Я думаю, ага, вот Нет, такую историю я нет, не услышала. нет. Поняла. Про отель понятно. Вот. Вот такие вот. И люди сочиняют истории, и это, в общем, интересно слышать, потому что не только я рассказываю историю, оказывается, а еще и вот Мгм. и народ придумывает. Да. Как вы работаете с характером? Из чего он рождается? И детали вот этого характера, поскольку у вас все персонажи прям вот такие очень яркие. Характер, ой, даже не знаю, ну, как я придумываю образ, естественно, он должен быть с каким-то уже характером. Или он грустный, или он веселый, или он хитрый, или лукавый. От этого, наверное, и пляшу, именно от того, какой этот образ. Скорее всего, оттуда я отталкиваюсь, и характер. Потому что если, допустим, я делала «Медузу Горгону», читая легенду, у меня есть проект «Миф и легенды», и я читаю все эти легенды и понимаю, что женщина обижена, и поняла, откуда смысл вообще, когда женщину злую называют «Медуза Горгона», откуда это взялось, потому что ее незаслуженно наказали, и вот вся ярость, злость, обида, предательство, все вот в этом образе. И вот этот характер мне вот хотелось, допустим, создать в этой кукле. Ну вот, Покажете ее? да, покажу. Сейчас мы к ней перейдем. Потому что это нужно обязательно пользоваться тем, что вы находитесь в галерее, и вы Это вот можете иллюстрировать, прям сразу показывать это Горгона. Ага. так, как ее так лучше. Да-да-да, видно. Вот Отлично. она такая у меня. Да, очень крутая. Ну и вот этот проект, допустим, мне было очень интересно делать «Мифы и легенды», потому что, ну, я вообще не увлекалась мифологией никогда, а тут так получилось совершенно случайно. Я делала, нас пригласили на выставку в Таллин, и там красивый этот зал, на фоне моря эти стекла. Я думаю, надо сделать какую-то русалку, стала искать какой-то материал, и тут мне попалась литовская мифология Юрата с янтарным замком. Я это все сразу представила на фоне моря, этот замок будет светиться. В общем, я там все нафантазировала, сделала эту Юрату. А мы очень близко живем с литовской границей, Мгм. и литовцев у нас очень много. 50% у нас туристов — это литовцы. И видя их реакцию на свой персонаж, Мгм. сразу возникла идея, что надо, наверное, брать еще из других стран, потому что у нас довольно много иностранцев. И вот и пошло, и поехало. Мне потом уже стало самой интересно, ну и все. И получился целый большой проект с этой темой мифологии. Вот. И этот проект настолько меня завлек вот именно деталями, что очень много деталей, очень много историй. И опять же, есть еще очень большой плюс. Мне никто не скажет, что она не похожа. Их никто не видел. Да. И как я могу взять за основу что-то, ну, то, что должно быть, там, да, у Горгона змеи волосы, а остальное там, тем более, причем, когда читаешь эти легенды, они в разных источниках очень по-разному описываются. Поэтому здесь у тебя фантазия просто бурлит. Ты можешь взять оттуда то и создать чисто свой образ, но тем не менее он становится все равно узнаваемый. Понятно. Вот. И очень интересно с этим проектом работать. Мгм. Галерея, в которой вы находитесь, ваша галерея, как давно она существует? Галерея открылась в 2008 году. Мгм. Это была инициатива супруга. Мгм. Вот, потому что, видимо, дома куклы надоели. И, наверное, Не, ну, сдать уже некуда, да? Судя по я шучу, размерам. конечно. Он меня очень поддерживает. И, в принципе, создать галерею — это была его инициатива. Мгм. И мы открылись. Я сначала думала, с одной стороны, то, что мы выставили первым, конечно, это был ужас ужаснейший, но на тот момент так не казалось.
И мы, когда открыли галерею, у меня было сомнение, что кто-то пойдет на них смотреть, кому, ну, неужели будет интересно. Ну, у людей, оказывается, интерес появился, люди стали приезжать. И это, наверное, стало еще больше вдохновлять, двигаться дальше, делать дальше, больше. Ну и вот так и получилось. Я правильно понимаю, что галерея сейчас является, ваша галерея является таким достоянием, жемчужиной вашего города? Вы живете в Прейле, правильно? Да, я живу в Прейле. Ну, хотелось бы так думать, что мы являемся все-таки значимым объектом. Ну, думаю, что так, наверное, есть. У нас много идут интересных объектов, но мы, наверное, одни из них. Сколько в среднем в месяц посещает вашу галерею туристов? Ой, очень по-разному и разные месяца. Сейчас у нас не сезон, естественно, зима. У нас в основном сезон начинается это с апреля и до октября. И очень по-разному, каждый месяц по-разному, ну, довольно много. У нас было так, что ну, где-то порядка 30 тысяч, это не вместе, я имею в виду, а за сезон у нас проходит. Прекрасно, прекрасный результат. И у вас, вы говорите, у вас примерно половина литовцев, да? Или откуда к вам приезжают? Ой, на данный момент у нас на данный момент, ну, литовцев, да, это очень много. Стало приезжать много поляков. Ой, кто у нас, так скажем, эстонцы подтянулись довольно, хотя у нас довольно далеко Эстония, но они в этом году, допустим, очень мы заметили именно эстонская. Ну, Ирландия, это просто люди, очень многие приезжают сюда к своим родственникам с Ирландии, англичане, ирландцы. Ой, так, вы знаете, география очень большая. У нас есть глобус, на котором мы отмечали поначалу, да, откуда люди приезжали. В принципе, у нас захвачен практически весь мир. Ну, с Африки мало. Остальное практически с каждой страны были люди. Это очень интересно. Да. Согласна. В галерее находятся только ваши работы или чьи-то еще? Вы коллекционируете ли вы других авторов? Здесь стоит 209 моих работ на данный момент. Вообще на сегодняшний день было сделано 1068 работ. Но в галерее стоит 209. И у меня есть 2 стенда. Сейчас покажу. Это с подарками и некоторыми моими приобретениями. Когда ты начинаешь делать кукол, удержаться от того, чтобы приобрести чью-то работу, еще очень сложно, правда? Даже если очень сложно, согласна, очень сложно. Даже если ты не коллекционер, вот коллекционер, нет твоей цели такой коллекционирования, но невозможно. Я могу сказать, что я не вообще, в общем-то, я коллекционер, но совершенно других вещей. Но куклы я, в принципе, с каждой выставки все равно кого-то привозила. Там вот Гуля Алексеева, это просто, я балдею с ее работы. Тина Васа у меня есть, и Анечка Седая, и Ирина Горюнова. Ну, много тут перечисляется, Оксана Панченко. Очень много. Наталья Иунина, это с Германии мастер. Ну, перечислять много. Наташа Победина, вообще мне жемчужина тут стоят, красавица. Вот. Продаете ли вы работы свои? Или они просто... Да. То есть то, что стоит в галерее, оно продается? Не все, но частично продается, да. А почему не все продаются? Какие не продаются? И по какой причине? У меня есть такое чистое понимание, что коллекционер, когда приобретает работу, она должна быть одна единственная. То есть человек платит довольно большие деньги за эксклюзив, чтобы это была работа одна, и повтора ей чтобы не было. Но это мое убеждение такое. И я понимаю, что если я продам эту работу, я уже могу сделать другую, да, другой вариант. Но именно такой я не делаю. Поэтому те, которые мне очень особо нравятся, и знаю, что я их уже не повторю, я их не продаю. Ага, то есть это просто авторская копия для вас, для галерей. Да, да. Есть вот та же Гаргона, Медея, вот эти куклы, которые мне, как ни странно, у меня проходит какое-то время, я довольно остываю, но вот они пока меня очень держат. А есть такая у меня маленькая пчелка Жужа, которую у меня есть ей дубликат, вот, потому что коллекционер такой был постоянный очень, и
скажем, очень хотела ее, но я не могла с ней расстаться, поэтому я сделала вторую. Ну, и они когда так вот в разных руках держишь подальше, они вроде похожи. Когда ставишь рядышком, разница, конечно, есть. Очень сложно сдублировать. Мгм. Ну вот пчелка это прям вообще моя. Мгм. Ам, Как считаете, чем отличается галерея от классического выставочного пространства? Вот у вас кукла, вы ездите на выставки, не так много, но тем не менее ездите, и у вас есть галерея. Отличие. Ну, кроме количества работ, которые вы сможете Мгм. выставить в галерее. Ну, я, допустим, чисто по себе могу сказать, я еду на выставку за праздником. Для меня это прежде всего праздник, да. Здесь это все таки как бы мне это все здесь не нравилось, но все равно это моя работа. А туда я еду общаться, встречаться с друзьями, слушать людей. Хотя вроде бы я здесь тоже людей очень много за лето и за сезон наслушиваюсь так, что иногда мне даже не хочется уже слушать, скажем так. Но когда ты приезжаешь на выставку, это совершенно другая атмосфера. Это вот именно праздник такой, аж вот все в мурашках, все в таких этих, я не знаю даже, как сказать. Но мне кажется, это очень разные вещи. Галерея — это что-то очень такое спокойное, а там такой фейерверк. Вот просто и 3 дня вот этих вот просто проходят как. Я была на очень многих выставках, просто как-то после ковида все прекратилось, а так практически мы 2-3 раза в год были на выставках. И тут вот, этого праздника вдруг стало настолько не хватать, что сейчас, которая выставка вот в Риге происходит, это просто какой-то, ну, подарок, что ли. Да, девочки там очень много вложились и эмоционально, и финансово, и во всех отношениях. Конечно, они большие молодцы, что они Ну, поднимают эту там историю, выставка делают, потому что это, конечно, очень нужно. Очень нужно. грандиозная выставка. И могу сказать, что это одна из лучших выставок, где вот такое прям вот действительно стараются для всех. Молодцы, молодцы. Что для вас важнее, коммерческий успех или все-таки художественная концепция? Вот вы Нет, понимаете, что, допустим, художественная. какая-то работа зайдет, ее продадут, ее купят, точнее, ее купят, но она будет вам менее интересна с художественной стороны. И вот что вы выберете? Вот туда, в Я художественную вообще, сторону или в коммерческую? скажем так, у меня иногда хотят дать заказы, и я понимаю, что я могу его выполнить и заработать на этом деньги, но, наверное, все таки для меня художественная часть важнее, потому что я очень часто отказываюсь. Э, да, наверно, все деньги мира не заработаешь, и, наверно, пока я могу себе позволить делать только для души, я, наверно, буду делать для души. Когда уже, наверно, придет время, что ты должен делать именно для продажи, там думать про продажу, значит, будет так. Мгм. Как вы считаете, насколько зритель сейчас готов воспринимать куклу как искусство, как что-то серьезное, не как handmade? Ну, анализируя людей, которые приезжают к нам, да, вот, у нас буквально вот 2 дня назад была большая семья, и уже мы довольно привыкаем, что подростки такие лет 15, 16, 17, они, в общем-то, довольно легко, ну, относятся к этому очень спокойно. Вот. А тут была семья, и парень, ну, лет 16, наверное, так, на вид ему дашь. Я смотрела, как он разглядывал каждую работу детально, он практически вот пожирал глазами, видно было это интерес. И я поняла, что еще не все потеряно, все таки это искусство, и его люди воспринимают как искусство. Да, конечно, не все, но я думаю, большинство, и на выставке в том числе, я тоже замечала, как людям это нужно было. Они действительно это воспринимают не как, поделки, а вот именно как это творчество с большой буквы. Кто сейчас покупает ваших кукол? Кто это? М? Кто сейчас покупает ваших М. кукол? Кто это обычно? Коллекционеры больше, конечно. Но бывает, коллективы покупают своим коллегам, тоже такое есть. Не так давно вот приобретали именно, покупали именно свои коллеги,
девочки там скидывались и брали подарок. Видимо, человек, может, любит это или что, ну так, судя по всему. Мгм. А так коллекционеры, конечно. Мгм. Изменился ли как-то портрет коллекционера за последние годы или остался прежним? Вы знаете, я не могу, вот, кстати, не так давно эту тему разговаривали, э, нету такой темы, чтобы он сказал, ну, вот такую работу-то точно никогда никто не купит. Нет, покупают и стимпанк, покупают и серьезные такие работы, покупают и вот таких вот всяких ведьмочек, феечек, очень разнообразно. Нету, вот, чтобы сказать, вот этих берут больше, а этих меньше. Может быть, единственное, что размер. Конечно, такие крупные, как я делаю, они менее продаются из-за того, что ну, не каждый может себе просто выделить дома такое место, чтобы поставить. Мне потому что спрашивают иногда, можно такое только сделать? Я Более говорю, понимаете, миниатюрный. она не будет такая уже. Вот если она будет такая, а она вот у меня такая, она внешне потеряется. Вот, поэтому так нельзя сказать, что вот что-то определенное больше покупается. Очень по-разному. Мгм. Что для вас важнее в работе над куклой? Техническое исполнение или либо эмоции, эмоциональный отклик, который она может дать, выразительность Ну, ее? ну, наверное, главное, конечно, все, но для меня больше эмоции, наверное, важнее. Вот, да, можно, я видела очень много красивых, перфектных кукол и выполненных просто там вот, ну, не докопаться, скажем, да, до чего, но они пустые. Вот они просто, ну, кукла. Вот про нее скажут, это кукла. Да, если там про кого-то ты там скажешь, там, ну, вот это Пьеро там, или это Коломбина, ты про нее имя ее скажешь. А здесь ты скажешь кукла, красивая кукла. Поэтому, наверное, эмоция, ну, для меня важнее в кукле. Что характер, эмоция ее. Как вы относитесь к инвестиционной ценности кукол? Вы имеете в виду, что вкладывают в Когда куклу, куклу? куклу покупают для того, чтобы потом продать, то есть как инвестиция. У нас были такие варианты. Мы были на выставке на Тишинке. У нас, помню, первые работы приобретали именно люди, которые мы знали, что они берут в магазины. Нет, я довольно спокойно к этому отношусь. У меня нету так, что, как сказать, Я даже сейчас не про магазины, а вот именно вот про инвестицию. То есть, когда вы точно знаете, что эту куклу покупают, потом ее продадут через какое-то время. То есть а, именно как вложение. ну, вполне нормально. Почему нет? Я думаю, что есть куклы, которые действительно сначала стоили столько-то, а чем выше идет имя человека поднимается, и, естественно, эта кукла становится дороже, это вполне нормально. Мне кажется, это хорошее вложение. Потому что мы буквально вот вчера я разместила интервью с Натальей Шутовой, коллекционером. Вот мы говорили как раз о том, что многие, многие авторы, которые сейчас уже не делают кукол, там, Татьяна Мгм. Баева, Александра Мгм. Купинова, и купить их работу сейчас уже практически невозможно. Либо вот у кого-то, да, то есть Да, да. вот, и то есть то есть вот как возможная инвестиция чего-то подобного, да, то есть, ну, понятно, что ты не можешь предугадать, какой автор прекратит работать, а какой Мгм. продолжит, но, по крайней мере, как-то вот просчитать, да, то есть вот льстит ли вам это, если вашу работу покупают вот как инвестицию, то есть когда понимают, что ваша работа со временем поднимется в цене? Ну, конечно, мне кажется, это любому человеку будет приятно, что тебя расценивают как, ну, это уже искусство такое, которое в дальнейшем будет только расти. Конечно, да. Я думаю, что здесь ничего такого зазорного нету, и это нормально. То есть, наоборот, ты и такое эмоциональное поглаживание. Я молодец. Конечно, да, 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 да. Точно. Как вы считаете, почему люди, став взрослыми, по-прежнему покупают кукол? То есть это уже понятно, что это другие куклы, не те, в которых мы играли, но куклы. Все равно это куклы. Я не думаю, что они хотят впасть в детство, конечно. Я просто, допустим, я довольно долго играла в куклы, мне это нравилось очень. И я думаю, что я до сих пор играю в куклы, ну, по-своему только.
Я, в принципе, много кому говорю, я играю в куклы, но не могу остановиться. Я даже не знаю, нет, я на этот вопрос толком не смогу ответить, потому что я не знаю, почему это людям нравится. Может, это просто нравится как ручная работа? Ну, скорее всего, я думаю, так. Потому что ну, я сама по себе люблю очень ручную работу, и мне интересно смотреть любой жанр, не только кукол, там еще что-то, и лепка, там, и посуду кто делает, или еще что-то делает, и я понимаю, какой это труд, я оцениваю именно как труд ручной работы. Может, ну, для меня так, наверное. Ам, Есть ли в вашей практике работы, которые стали для вас переломными? Ну, красивые девочки, вернусь опять к ним. Я одно время их так много делала, и потом какой-то вот у меня действительно перелом такой пошел, что я поняла, что я не хочу их больше вообще делать. Вот. Меня многие подруги спрашивали: Лена, ты такие делала раньше, там они у тебя такие мимими все были, а сейчас там какие-то железо, там то все. Вот прям как отрезала, я не знаю, я от них устала. Я, конечно, периодически их все таки делаю, но очень-очень редко смотрю за собой, что вот какие работы, и как-то очень я от этого отошла. Вот переломный момент, наверное, мне надоела пустота эта. Мне захотелось историю, мне захотелось рассказ. Эм, Что вы исследуете через своих персонажей? Может ли это как повод покопаться в себе когда вы делаете определенного персонажа, или наоборот спровоцировать зрителя на что-то, на какую-то эмоцию? Ну, скорее, наверное, для зрителя. Я думаю, что нет, я себя очень хорошо знаю. Я себя уже не переделаю, я козерог, я упрямая, и я точно знаю, что я знаю точно, что я знаю. Мгм. Ну, может, это я не права, но я буду чувствовать, что это так. Да. Вот, поэтому, скорее всего, куклы — это больше провокация, да, потому что вот у меня есть, такой проектик "Знаки зодиака", я их делала по греческой мифологии. Можете И показать? очень неоднозначная у людей реакция. Вот он стоит, Мгм. вот они тут у меня все: Козерог, там Телец. Они у меня сделаны именно по греческой мифологии. Вот Мгм. Дева, Овен, Скорпион. И для некоторых они такая тема. Они говорят, почему они вот, ну, вот такие серьезные, такие, как сказать, грустные, что ли. Мгм. Мгм. Вообще, честно говоря, вот, кстати, насчет Невеселые. грустных, невеселые, да. Я вообще, мне часто задают этот вопрос, и я могу сказать, что я люблю почему-то лепить именно лица, ну, без оскала, да, без улыбок особо. Вот или оно будет просто, или более даже с грустинкой, скажем Мгм. так. Мгм. Не знаю почему, но мне вот так нравится. Вот. И этот проект, вот он действительно вызывает у некоторых такие какие-то ассоциации провокационные, да. Почему врага? Я говорю, ну это козерог. Ну это же женщина. Я говорю, ну да, я в виде женщины ее сделала, но это все равно козерог и с хвостом. И вот начинаешь с людьми на эту тему дискутировать. Там, допустим, Дека — это вот весы, это Дека, дочка Зевса и Фемиды, которые завязали глаза, спустили на землю вершить правосудие. Тоже там это череп стоит, и люди сразу вот у них свои какие-то понимания. Мгм. Так что, скорее всего, это куклы у меня больше провокаторы на какие-то эмоции для людей. Мгм. Вы помните какую-то самую яркую эмоцию, которую выдал ваш зритель, какую-то, может быть, даже неожиданную? Ой, так много их было, честно говоря, таких эмоций. Даже до слез иногда люди. У меня даже где-то есть видео, что человек говорит и плачет, у него эмоции что-то вызвало. Я не знаю, мне даже интересно самой, вот, что у человека, почему слезы вызывает. И уже это не первый раз. И у меня, говорю, действительно, вот на страничке моей Лейлы Коралласт у меня эти все слезы есть. Есть очень прям такие эмоциональные. Нет, я сейчас не вспомню таких вот прям ярких. Я скажу так, наверное, одна такая, которая не забывающаяся. У нас тут стоит Зевс, стоит Посейдон.
Да. Так, чтобы вот Аид у меня здесь. Мгм. Вот. И был родитель с девочкой. У нас есть книга отзывов. И мы, значит, я попросила, говорю, напишите отзыв. И они подвели девочку лет 6, может, такая была, 5-6 лет. И, и она, значит, они написали отзыв, они подходят, я говорю, ну, что тебе больше всего понравилось, ну, маленькую эту спрашиваю, она говорит, дядя с собачкой. Мы так все напряглись, кто у нас дядя с собачкой. И она, я говорю, а кто, покажи. И она меня ведет к Аиду. Он с Цербером тут сидит. Да-да-да, двухголовым. Собачка такая милая. Да, трехголовый Цербер. А там 3 И головы? мы, да, я говорю, ну, ясно, говорю, значит, не все потеряно. И потом, когда мы увидели этот отзыв, там, значит, этот Аид сидит, ну, как типа дядя, собачка рядом на цепи, а там у нас он сидит на троне из черепов, и там такие у него смайлики были сзади. Вот, и она так рассказывала, прям вот с таким ликованием, я говорю, боже мой, ну надо же, вот чего бы не ожидала. Но мы этот запомнили очень надолго такой вот эмоциональностью про дядю с собачкой. Да, я просто не могу себе представить. Это совершенно неожиданная реакция. Да, очень. Есть ли у вас какая-то мечта, связанная с галереей? Ой, ну, конечно, у меня мечта есть, она такая не очень сбывчивая. Ну, мне хотелось бы ее, конечно, побольше, потому что куклы стоят очень тесно друг над дружкой, но, как говорится, так есть, как есть. А так, ну, хотелось бы, чтобы люди приходили, конечно, ну, это нормально. Мгм. А как часто вы меняете экспозицию? И куда вы деваете то, что не умещается физически? У меня есть складик, в который я складываю некоторые куклы. Но так пока стараемся вмещать, ну и большая часть кукол, конечно, продана, просто разъехалась. Мгм. Вот. Так это посетители пришли? А нет, нет. Вот, поэтому как бы они стоят просто очень так тесно друг на друге, близко друг к другу. Как бы, мне кажется, работа должна стоять более просторно, и чтобы вокруг нее можно было обойти. Но это должны быть очень большие помещения для таких вещей, поэтому Мгм. Ну, обходимся как есть. ну, дай бог, у нас сбудется эта мечта. Ну, Главное хотеть. да, Запускать во Вселенную, знаете, как да, да, желание, запрос туда, чтобы да. помещение было и была возможность это делать. А, какое направление в кукольном искусстве вы считаете самым перспективным? Хм, вот даже не думала про такой вопрос. Сейчас очень модно БЖД, прям Вы знаете, я, наверное, не гонюсь за модой. Очень многие девочки у меня знакомые, которые пробуют, да, варианты такие, такие. Но с одной стороны, когда мне говорят, вот, ну да, ты, там, тебе не обязательно продавать, да, и это большой плюс, потому что когда я делаю работу, я знаю, что она у меня станет в галерее, но все равно ее кто-то увидит, ее все равно кто-то оценит. И понимаю, что если бы я, наверное, не имела галерею, делая работы, и понимаю, что дома я их уже не могу поставить, и мне надо их продавать, я бы тогда работала, наверное, для продажи, и тогда я уже выискивала варианты, что модно сейчас, что сейчас больше актуально, что распродается, наверное, с такой точки зрения. мгм. Поэтому мне сложно сказать, потому что я на эту тему никогда не думала. У меня другая цель, мне вот хочется сделать что-то, и вот муж мой, Володя, он всегда говорит, что делай то, что ты хочешь, то, что тебе нравится. У нас нету обязаловки. И вы знаете, это дорогого стоит, когда ты делаешь именно то, что ты вот хочешь сделать, Да, да. а не то, что нужно сделать. Там модно оно или не модно, а вот именно то, что хочется. Ну, наверное, вот у меня такая пока позиция. Это на самом деле дорогого стоит. Я только Да, однажды делала куклу на заказ, и я настолько из себя вот вынула все жилы и сказала, что вот никогда. Вот, вот нет. да. Заказы — это ужас. Я тоже делала
вот уже в прошлом году большой заказ взяла, я долго сопротивлялась, но девочка меня просто взяла на измор, скажем так. Я сделала этот заказ, и это такая огромная разница, когда ты делаешь заказ и когда ты делаешь куклу для себя. Это день и ночь. Здесь ты весь на нервах, что-то вдруг ты что-то не так получится, а вдруг что-то не то, а вдруг здесь ты делаешь, у тебя все получается, и ты даже об этом не думаешь. А там ты делаешь и думаешь, чтобы только бы вот это сходство или еще что-то там. И, ой, нет, заказ это, конечно, ужас. А всегда все получается? То есть вот вы задумали работу, начали, и бывает так, что, ну нет, не выходит то, что... Вообще эскиз, вы делаете эскиз или все в голове? Нет, эскизы не делаю и не совсем понимаю людей, которые их делают, хотя знаю, что многие, потому что я один раз попробовала. Мне говорят, надо по эскизу, надо по эскизу. Ну, сделала я такой эскиз, но нарисовать и слепить, у меня получаются совершенно разные куклы. Ну, тут она, когда ты лепишь, на 10 раз поменяется. Выгнется по-другому, цвет другой, еще что-то другое. Ну все по-другому. Поэтому я решила, что я в голове держу этот образ и уже делаю, когда делаю, тогда я смотрю, как мне лучше. У меня так получилось вот с куклами-близнецы для этого проекта, который я делала. Я задумала вообще другую. У меня идея была, мне кажется, на тот момент она была действительно шикарная. Я сейчас жалею, что я ее на ней не остановилась, а сделала, ну, по-другому их, скажем. Которая Может, если... это для гороскопа? Да, знаки зодиака. У меня близнецы должны были сидеть напротив друг друга два человека, и у них лица должны были быть зеркальными, они должны были смотреть друг друга. Но идея была шикарная. Почему я в последний момент переменилась и совершенно сделала кардинально по-другому. Как они выглядят сейчас? Покажите, пожалуйста. А сейчас они просто стоят спиной друг к другу, и у них как бы получается, что они смотрят через один глаз. Вот. Не знаю, видите, вы их сейчас не видите? Да. Вот, и они так вот стоят тут. Угу. И так вот получилось, что я поменяла эту мысль. Тем более, она мне пришла по ходу работы. Я начала их делать сидячими, как вот я и задумала изначально, но потом у меня что-то поменялось. Угу. Не знаю, эскиз помог бы мне, если бы у меня был эскиз. Думаю, вряд ли. Поэтому нет, я эскизы не делаю. Придумала и держу в голове вот основную мысль, а там уже как вот работа идет, и мне она по ходу сама показывает, как ей лучше стать или сесть, или развернуться. А если работа не получается? Вот не получается и все. Бывает такое? К счастью, очень мало. Либо вы позволяете, вот она не получается, исходя из изначальной задумки, но потом она вот родилась вот такой, какая родилась, и вы ей позволяете такой родиться. Либо вот все-таки вы ее направляете туда, где все-таки чего вы хотите, а не чего хочет кукла. Очень мало таких было работ, которые мне нужно было, через «не хочу», скажем так, да, вот. Нет, все-таки я еще попробую доделать, я еще попробую так сделать, так еще так сделать. Но нет, все-таки, если она у меня уже не идет, у меня таких мало, у меня, наверное, вот есть один дракон. Я очень люблю почему-то делать драконов, и что-то мне в нем уже, я даже до лепки, он у меня просто сделан каркас, и я уже поняла, что нет, что-то в нем не так, мне уже он изначально не нравится. И, наверное, у меня лиц 5 лежит, я их выкинуть не выкидываю, и понимаю, что делать я их уже тоже не буду. Вот лежат. А так, в принципе, я считаю, за такого количества работ, таких неудавшихся, не так много. Все-таки как-то мне... Сколько вы вообще всего работ, вы их считали за всю свою карьеру кукольного художника? 1068. Если с первыми теми, которые ужасные, это со всеми посчитано. Обалдеть. Ты говорю, как-то, не знаю, как-то меня несет иной раз. Но это здорово. Сейчас меньше. Да. Сейчас меня вот эта выставка меня так сейчас подбила, что я тут прям как вошла. Вы знаете, что вы везете на выставку? Да, конечно. Конечно, в то же время, что вопрос такой. А можете показать? Да, у меня они не все, у меня потому что есть еще интрига. Ага. Вот у меня мои пираты. Вот они видны все, не знаю.
верхнего не очень видно. Да, классно. Вот мы когда с девочками записывали подкаст, они как раз на обложке, они вот вписаны вот в эту композицию. У них фотография с этими куклами. Да. Ну вот они все поедут, и еще сейчас делается, я их пока никому не рассказываю, не показываю. Это делается именно, чтобы это был какой-то, ну, чтобы какая-то изюминка, интересно было увидеть уже именно на выставке их. Да, да. Классно. Вот, так что я тут игралась в пиратов просто. Я до сих пор не могу отойти, до сих пор с ними работаю. Вот. Ну, я практически весь год вот потихонечку, ну, там по возможности летом, как работы много, туристы и все это, поэтому по возможности так брала время, и вот за целый год я сделала всю эту кампанию. Даже валять начала, хотя этим не занималась. То есть вот Чуть-чуть сколько у вас времени ушло на создание вот всей вот этой композиции, которую вы повезете в Ригу? Если брать по работе, тот вот, который самый главный в центре сидит, видно, не видно, вот он там центровой, но делала дня 4 его всего лишь. Обалдеть. У вас какая-то совершенно фантастическая скорость. Нет, вы знаете, просто в нем почти нет лепки, в нем только лицо леплено и руки. Все остальное это текстильное тело, костюм сшитый, ну, как бы нету ничего такого. Мне кажется, я даже больше эту чайку валяла, чем я с ним занималась. Вот. Ну, акула, да, с акулой я тут помучилась немножко. Она у меня заняла время, потому что для меня было это первый раз я делала, не знаю, тут видно будет ее, не видно, так ее, может, с этой стороны лучше будет видно. Вот, она сделана из пенопласта, то есть я первый раз эту технику использовала именно в этом смысле. Она сделана из пенопласта, потом она там обработана специальным составом, оно шкурение это все было. Ну, для меня как это новое еще все было, поэтому ну, было очень интересно этим заниматься. Вот, и с ней я довольно долго отвозилась. Недели 2 точно, может, 3 даже. Так, потихонечку делать, потому что она довольно долго сохла. Вот, и... А так, мышки эти, тут они вообще за день, а то даже и 2 мышки в день, когда такой был прорыв. Ну, в общем, интересно. Да. Интересно все это. Вы говорили, когда я просила показать какой-то творческий лайфхак, сказали, что лайфхак показать вы не можете, но у вас есть какая-то ваша фишка. А фишка заключается в том, что у меня на каждой кукле есть ключик. На каждой, буквально. Просто в некоторых они не совсем видны, там, допустим, как в знаках зодиака, они все в паспортах висят ключик. Я собираю ключи. Я помешана на ключах, не знаю, что это у меня. И вот для меня, у меня у самой есть свой, скажем так, я свой ключик от своей волшебной дверки уже нашла. Вот. И для меня ключ, наверное, это такая связующая, что мы часто бьемся в какие-то двери и пытаемся ее пробить, а надо просто подобрать ключ. И это, чтобы попасть за ту сторону дверей, надо узнать все и подобрать этот ключик. И я считаю, вот если я сделала работу, она мне нравится, все, значит, ключик я к ней подобрала. И ключик я ей вешаю на память, скажем, ей и себе. И мне вообще кажется, что ключ – это такая вещь. Я желаю абсолютно каждому человеку найти свой ключ от той заветной двери, которую он не может открыть. И вот как-то, не знаю, этот ключик, он для меня такая важная вещь. Поэтому на каждой куколке он у меня есть. Здорово. Спасибо большое. Спасибо за чудесную экскурсию и за очень интересный рассказ. Мне было очень интересно. Я уверена, что и нашим зрителям тоже будет интересно. Друзья мои, обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, потому что таким образом вы не пропустите другие интересные материалы. И обязательно поставьте лайк. Вот. И еще раз спасибо, Владлена. До встречи в Риге. Спасибо вам. Спасибо. До встречи. До свидания. До свидания. Пока-пока.